Всем привет! У нас сегодня Hyundai Accent Tagaz. Вот такой вот. Клиент приехал. Стук, как он сказал, небольшой стучок спереди входовой. Ну, сейчас поднимем автомобиль, покажу, откуда стучок. Я, конечно, уже снял колесо, нашел, откуда стук. Покажу, откуда стук и что мы будем делать, чтобы его устранить. Итак, автомобиль подняли. Я уже открутил гайку. Забегу вперед, скажу, здесь немножечко отваливается шаровая. Вот так вот, немножечко. Прям совсем чуть-чуть. Но чтобы было понятнее, наверное, включу сейчас вспышку и покажу. Вот. Я уже начал менять, открутил гайку. Открутил гайку привода. Нам нужно будет вытянуть привод, так легче будет менять. Мы рычаг снимать не будем, мы поменяем все на месте. Для этого только откручиваем гайку привода. Откручиваем гайку на шаровой, предварительно вот так вот отодвинув, можно повернуть руль в стороночку и отодвинуть гранату. Тогда гайка полностью откручивается. Замену будем производить с двух сторон. Здесь то же самое. Как люди так ездят. Итак, меняем шаровую, не снимая рычага, меняем на месте. Для этого откручиваем гайку привода. Я это сделал пистолетом. Можно вставить какой-либо фиксатор, нажать на тормоза дополнительно, трубу побольше, вороток и открутить. Есть у Акцента болезнь, бывает граната прикипает на шлицах и, как у меня вышло, а бывает не выходит абсолютно. На канале на моем есть видео, как можно попробовать спасти гранату. Ну, честно говоря, это редко получается, скажу по опыту. Итак, откручиваем гайку привода, откручиваем шаровую, наносим пару ударов вот сюда по сошке, нажимаем на рычаг вниз, отводим поворотный кулак. Вот так вот мы рычаг отвели, достали гранату. Как видно, здесь все очень ржавое, практически еще бы немного времени прикипело бы, нам пришлось бы жертвовать гранатой. Будем устанавливать, обязательно смажем медной или алюминиевой смазочкой. Но у нас сейчас вопрос не в этом, у нас замена гранаты. Для этого вот весь поворотный кулак вот так отводим в сторонку. Можно подвязать. Я подвяжу к подъемнику вот так, чтобы ничего не мешало мне менять шаровую. Можно вот так вот вывернуть. Ничего абсолютно не будет. Вот так вот выворачиваем и подвязываем, чтобы держалась. А саму гранату поднимаем вот так вот вверх и тоже подвязываем, чтобы ничего не мешало. Вот так у нас все подвязано, чтобы ничего нам не мешало. Как видно, свободный доступ к шаровой, которая вот так вот почти отвалилась. Удаляем пыльник и снимаем штопорное кольцо, которое вот оно. Снимаем штопорное кольцо, чтобы выбить саму шаровую из рычага. Так как снимать мы его не будем, конечно, лучше это сделать в прессе, но на Акценте есть нехорошая болезнь, закисает передний болт в салимблоке, и тогда приходится жертвовать рычагом, срезать его, разогревать. Некоторые разрезают даже подрамник по неопытности. Мы это так делаем. Ну, мы не будем снимать рычаг и сделаем все на месте. На это все у нас уходит полчаса максимум. Итак, снимаем пыльник и стопорное кольцо и ставим упор не под шаровую, а под сам рычаг. То есть подбираем оправку, чтобы шаровая провалилась в нее, или на край рычага вот так вот делаем упор. Пыльник снят, штопор снят. Видим, насколько убитая шаровая. Итак, ставим упор непосредственно под рычаг, не под шаровую, а под рычаг. И наносим несколько ударов молотком
по шаровой непосредственно, вот сюда вот, по этому телу. Вот так вот. 3 удара и шаровая выскочила. Будем запрессовывать на месте новую. Вот такая у нас будет шаровая ЦТР. Нормально ходит. Будем устанавливать. В комплекте у нас есть пыльник, новый стопор и небольшое количество смазки. Ну, его здесь большое количество, скажем так, и не надо. Итак, примеряем шаровую в рычаг. Бывает, что в рычаге, если рычаги дешевые, некачественные, бывает шаровая вообще телепается, руками вставляется. Здесь же у нас нужно подзапрессовывать. Вот так вот. Итак, для того, чтобы запрессовать, нам теперь нужно подобрать оправку, которая станет четко вот в этот паз. Сейчас подберем. Ну вот я подобрал оправку, обойма с подшипника, я часто их использую, которая четко будет упираться вот в нужную нам кромку. То есть нам упираться вот в эту полость нельзя абсолютно. Мы можем упереться только в основную кромку. Вот, отлично подходит. Делаем вот такой упор. В нашем случае нам теперь нужно упереться именно в шаровую. А удары мы будем наносить наставкой по рычагу. В различных местах я беру мягкую бронзовую наставку, у меня есть. И наношу удары по рычагу, чтобы рычаг сел на шаровую. Сейчас я шаровую еще выставлю, немножко неровно у меня стало. Я выставлю и будем забивать рычаг на шаровую. У вас же может быть, у меня упор, у вас же может быть домкрат, ну что угодно. Вот буквально 3-4 удара, шаровая до упора. Теперь мы можем, я выдую воздухом, удалю отсюда всю постороннюю грязь, поставлю стопорное кольцо и подберу теперь обойму, чтобы аккуратненько набить пыльник. Тоже очень аккуратно, чтобы не порвать его. Для того, чтобы одеть пыльник, мы тоже будем использовать обойму, только другую. Вот этим вот закругленным краем. Она просто идеально будет давить на кромку и не повредит наш пыльник. Что очень часто бывает, если другим острым краем набивать. Итак, смазку выдавливаем в шаровую, та, которая была в комплекте, и ставим пыльник. Вот так вот. Итак, легко постукивая по обойме, повторяю, вот этим краем закругленным, пыльник сел на место. Стопор я поставил, его просто под пыльником не видно. Все, можем собирать на место. Смазываем шлицевую, которую я говорил, она вся ржавая. Я буду использовать алюминиевую смазку. Ну, лучше даже, наверное, будет медную, у меня просто медная закончилась. Так как вот здесь все попадает вода, все ржавеет и прикипает намертво. Собираем абсолютно все в обратной последовательности. Привод вставлен на место. Вот так вот монтировочкой, прижимая вниз рычаг, попали шаровую. Сейчас вот так немножко отведем, чтобы поместилась и наживилась гаечка. Затягиваем все. Итак, гайка на шаровой затянута. Гайка привода затянута. Я затягиваю пистолетом. Вы же можете вороток побольше, подлинней. Нажимаем на тормоза, вставляем упор. Хорошо затягиваем. Не забываем шплинт. Обязательно шплинт. И можно устанавливать колесо. И автомобиль готов. В моем случае замена заняла полчаса. Ну, я немного отвлекался. Это можно делать за 15 минут, когда это делаешь уже не первый раз. Но этот способ позволяет довольно просто и быстро заменить шаровую, не снимая рычаг.
Всем спасибо, кто досмотрел. Подписывайтесь на канал. Будет больше.